Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. Мы сегодня пройдемся по новинкам, поступившим в наши магазины. Вот у нас в 35-м масштабе новинка от компании «Звезда». «Звезда» нас продолжает радовать моделями нашей отечественной, современной, бронированной, не только бронированной техники. Вот здесь уже показан каталожный номер, чтобы мы могли определиться по сайту. Это российский бронеавтомобиль «Тигр» с модулем «Арбалет». Значит, что сие такое? Ну, машина «Тигр», она как бы вопросов не вызывает, уже несколько моделей это было. Конечно, отличие именно вот непосредственно в самом вот этом модуле. Это дистанционно управляемый модуль. Сам оператор сидит внутри, внизу бронированного, так сказать, пространства машины. Значит, может комплектоваться либо 12,7 миллиметровым пулеметом «Корт», либо, может быть, 7,62 пулеметом тоже так же комплектоваться. Ну, есть там телевизионная камера, тепловизионная камера, то есть можно рассматривать, опознавать цели на расстоянии до 1500 метров. Также есть возможность сопровождения цели, так сказать, обстрела и движения сходу. Вот такая интересная машина. Ну, сразу скажу, что изменений в ней немного по сравнению с исходным образцом, потому что сам броневик «Тигр» здесь остался в неизменном виде. Естественно, там есть небольшие изменения, связанные с установкой с непосредственно модуля «Арбалет». Ну, посмотрим поближе. Вот такая вот красочная коробочка вас ожидает, уважаемые коллеги-моделисты, кто выберет эту модель. Ну, здесь изображен, естественно, сам «Тигр М». Ну, так по всему, где-то в Сирийско-Арабской Республике. Ну, может быть так, может быть немножко не так. Здесь, естественно, модель уже собранная, окрашенная с моделистом, который работает на компании «Звезда». Она уже собрана. Вот, и представлена здесь на коробке. Здесь также ее характеристики, размеры, ну и так далее, внешний вид. Теперь перейдем к содержимому коробки. Вот, опять же, я сразу сказал, что я немножко поснимал упаковочный пластик. Колеса вот они остались без изменений, с таким же вот рисунком. Вот, это немножко все понятно. Вот это вот старый литник, непосредственно сам, так сказать, «Тигр» в том же его непосредственном измерении. Вот эта ходовая часть, сиденья, запасные, так сказать, боезапас, топливные баки, элементы подвески. Здесь все это без изменений. Это у нас здесь идет внутреннее, так сказать, убранство, нижняя часть корпуса. Вот. Но надо разбираться, потому что есть еще вот такой вот литник. Вот такой вот литник, тоже он без изменений, вот этот вот. Это вот то, что вот непосредственно вот было здесь до этого. А изменения касаются вот в этих двух литниках. Вот этот литник и вот этот вот. Вы обязательно посмотрите внимательно инструкцию, потому что здесь две приборные доски даны. Естественно, они чем-то различаются. Вот. Кроме того, есть дана задняя часть, другая машина. Естественно, здесь есть элементы того непосредственно самого элемента «Корт». Вот непосредственно он, его держатели, перепускные вот эти клапаны и так далее. То есть, поэтому здесь вот надо обратить внимание, аккуратно сверяться с инструкцией. Вот. Это то, что тоже было раньше в этот сам. Так что, в принципе, литним является новым литник вот этот вот. Вот он и отличает весь набор именно от предыдущих моделей, ну, от самого первого выпуска, который выпустил «Тигр». Вот был выпущен именно компанией «Звезда». Вот. Ну, традиционно здесь стекла они дают также в полиэтиленовом пластиковом пакетике. Это очень впечатляет, потому что это здорово, это предупреждает их от царапин. Ну, понятно, что даются номерные знаки. Вот. Номер можно любой выбрать. Если машина из спецназа, так она вообще, как правило, без номеров. Дана небольшая капроновая сеточка. Вот она вот такая вот. Вот. Ну, это все традиционно, как и было в предыдущих наборах. Ну и также
клейкая пленка для того, чтобы изобразить правильные красивые зеркала заднего вида. Так что вот это вот без изменений. Единственное, что мы сегодня нарушили наш традиционный ритм осмотра модели. Обычно мы начинаем это с инструкции. Ну, инструкция здесь приходит, так сказать, в конце. Но мы еще сосредоточим внимание здесь, но опять же, как очень правильно делает компания «Звезда», это непосредственно цветной вкладыш, который позволяет изобразить машину как вот участвующая в параде Победы на Красной площади. Также и машину, одну из боевых машин, где-то там на выполнение служебных обязанностей в составе Вооруженных сил России. Ну, инструкция. Вот. Здесь тоже еще раз обращу внимание, надо внимательно будет посмотреть, уважаемые коллеги, потому что здесь вот отмечает компания «Звезда» те литники, которые не надо. Вот они выделены тем самым вот таким вот еле читаемым цветом. Это те детали на литниковых рамках, которые не участвуют в сборке данного модельного кита. Поэтому будьте аккуратны, внимательны, потому что набор уже старый, есть какие-то определенные новые модели, то есть новые детали, и поэтому внимательно ознакомьтесь с порядком сборки, и я думаю, что если вы собирали предыдущие модели, у вас не возникнет каких-нибудь сложностей по сборке данной машины. Машина собирается хорошо, смотрится очень внушительно, многие коллеги уже собирали такую машину, вот, и машина очень-очень даже хороша. Вот непосредственно сам корт. Вот. Ну, сборка непосредственно самого того узла, то, что отличает этот набор именно от других. Вот, уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели новинку от компании «Звезда». Это бронеавтомобиль российский с модулем «Арбалет». Модель интересная. Еще раз хочу компании «Звезда» выразить свою благодарность за то, что они продолжают уделять внимание современной российской военной технике. Я думаю, что очень многие захотят поставить ее рядом с каким-нибудь Т-90. Вот. Этот арбалет еще раз можно поставить не только на машину «Тигр», его также можно ставить на машину «Тайфун», МТЛБ и другие бронированные машины. Так что приезжайте к нам, приобретайте и увеличивайте количество единиц на вашей модельной полке. С вами был Павел, Мир моделей. До новых встреч!